В самом сердце суровых Гималаев, где высокие вершины пронзали небеса, собралась группа бесстрашных альпинистов, чтобы покорить гору, которая долгое время ускользала от их внимания, грозную гору Кайлас. Этот высокий титан заслужил репутацию одного из самых сложных, загадочных и мистических в мире. Альпинисты, разнообразная команда из разных уголков земного шара, собрались в причудливой деревне Шерпапура. Среди них были опытные ветераны, такие как Келли, покорившие несколько восьмитысячников, и молодой вундеркинд Алекс, который, несмотря на свой возраст, имел репутацию бесстрашного человека. Там также была Мария, опытная альпинистка из Испании, и Радж, местный гид Шерпа, чье знание гор было непревзойденным. После месяцев тщательного планирования они отправились в путь. Достигнув, наконец, подножия горы, где высокие скалы и ледники, казалось, бесконечно уходили в небо, они начали установку базового лагеря. Были расставлены палатки, организованы припасы, и костер загорелся, озаряя теплым светом лица решительных альпинистов. Ночной воздух был свеж и наполнен ощутимым волнением. У костра делились историями о прошлых экспедициях, а в разреженном горном воздухе разносился смех. Казалось, они знали, что Кайлас будет нелегко победить. Когда ночь сгустилась, альпинисты разошлись по своим палаткам, укрылись в спальных мешках и слушали завывание ветра, свистящего сквозь острые скалы наверху. Надвигающийся вызов будоражил их умы, и сон их был тревожным. С первыми лучами рассвета альпинисты вышли из своих палаток, их дыхание было заметно в холодном утреннем воздухе. Солнце залило гору золотым светом, и на мгновение показалось, что Кайлас манит их подняться. Их подготовка была тщательной, снаряжение проверено и перепроверено. С веревками, ледорубами и кошками в руках они начали восхождение медленно и осознанно, шаг за шагом. Подъем был изнурительным. Отвесные скалы и бездонные расщелины проверяли все их навыки. Они полагались друг на друга, когда они преодолевали вертикальные ледяные стены и пересекали опасные хребты. Расщелина появилась неожиданно, превратившись в зияющую пасть в твердой скале. Когда Келли подошла к краю, земля под ней слегка прогнулась, в результате чего каскад рыхлых камней упал в пропасть. Она вскрикнула от неожиданности и упала, цепляясь за веревку. Алекс, стоявший сразу за ней, инстинктивно потянулся, чтобы помочь ей встать на ноги. При этом он непреднамеренно сместил свой вес слишком далеко в сторону, в результате чего выступ под ним рухнул. И он полетел в расщелину, сбив Келли. Алекс сумел ухватиться за край веревки, которой они страховались. Пальцы его болели, хватка ослабевала с каждой секундой. Келли, ее сердце колотилось от страха, вцепилась в рюкзак Алекса, ее глаза были полны ужаса. Мария и Радж бросились им на помощь. Радж поспешно завязал узел, привязавшись к горе, и медленно двинулся к свисающей паре. Мария затаила дыхание, молясь о чуде. Радж медленно приближался к расщелине, его сердце колотилось с каждым шагом. Его пальцы потянулись вниз, отчаянно пытаясь схватить дрожащую руку Келли. Но расщелина была глубокой, и вес двух альпинистов оказался слишком велик, чтобы Мария и Радж могли с ним справиться. Келли в ужасе отчаянно вцепилась в рюкзак Алекса, ее костяшки пальцев побелели от напряжения. Секунды казались часами, пока они висели, а бездна внизу грозила поглотить их целиком. Хватка Алекса на веревке ослабевала, а силы Келли таяли. Их взгляды встретились, и в этот отчаянный момент они поняли, что, возможно, им не удастся выжить. Но они цеплялись за надежду, за непоколебимую веру в то, что смогут пережить это испытание. В один момент веревка лопнула, Келли и Алекс рухнули в расщелину. Мария и Радж остались стоять, их сердца были наполнены болью от тяжести утраты, их крики отчаяния заглушила неумолимая гора. Высоко наверху ветры шептали свою скорбную песню, а вершины горы Кайлас стояли молчаливыми свидетелями развернувшейся трагедии. Гора забрала двоих своих смелых покорителей, напоминая всем, кто осмелился бросить вызов ее высотам, о цене, которую можно заплатить за амбиции и приключения.
Алекс и Келли не могли понять, что с ними произошло. Они отчетливо видели, как где-то в высокой недосягаемости остались Мария и Радж. Но ощущения падения не было. Казалось, они парили на месте, а все проносилось мимо них. Глянув вверх, они увидели такую же темноту, как и та, что окружала их. Ощущение движения без движения дезориентировало. Они не могли ничего видеть и чувствовать, кроме присутствия друг друга. Паника начала охватывать их разум, пока они боролись с полной непостижимостью всего происходящего. Пока они бесцельно плыли в пространстве, тьма начала играть с их разумом странные шутки. В пустоте разносился шепот, жуткий и неразборчивый. Тени танцевали на периферии их зрения, заставляя задуматься, действительно ли они одни в этом странном месте. Время потеряло всякий смысл, и Алекс и Келли не могли понять, пробыли они здесь минуты или часы. Их разум начал запутываться. Затем, когда они почувствовали, что больше не могут этого терпеть, вдалеке появился слабый проблеск света. Это был крошечный луч надежды в удушающей темноте. Он был похож на замочную скважину, из которой сочился слабый свет. Послышался звук открываемого замка, и дверь открылась в абсолютной тишине. Свет из открытой двери пробил кромешную тьму и прошел через них. В ту же секунду Алекс и Келли почувствовали под ногами твердую основу. Это было хоть какое-то облегчение. Где-то вдали послышался разговор, он был не похож на человеческую речь. Это было какое-то бормотание, жуткое, булькающее, иногда перемешиваясь с рычанием. В полоске света, исходящего из открытой двери, Алекс и Келли увидели фигуры, похожие на людей. Алекс хотел было подойти к ним, но руки и ноги почему-то не слушались. Тут он заметил, что к его рукам и ногам идут сверхтонкие нити, скорее похожие на паутину. Посмотрев на Келли, он увидел такие же. Внезапно вспыхнул яркий свет, и бормотание переросло в адский рев. Казалось, что все демоны ада взревели в один момент. Зазвучала жуткая какофония из неизвестных музыкальных инструментов. Рев стал еще громче. Фигуры задергались в каком-то немыслимом танце. Алекс пытался разглядеть, кто издает этот жуткий рев, но яркий свет заливал все вокруг, и кроме пляшущих фигур не было видно ничего. Когда рев и скрежет музыкальных инструментов слились в единый звуковой поток, разрывающий плоть, фигуры начали скручиваться и искажаться таким образом, что это противоречило законам природы. Конечности удлинились и искривились, лица исказились в маске агонии и мучений. Сердца Алекса и Келли забились от ужаса, когда они поняли, что стали свидетелями чего-то за пределами их понимания. Посреди этого кошмарного зрелища одна фигура отделилась от остальных. Она приблизилась к Алексу и Келли, глаза существа впились в их глаза, и они почувствовали, как у них под кожей что-то зашевелилось. Появилось ощущение, будто бесконечное количество змей поползли от головы к ногам. Их охватил непреодолимый ужас. Зазвучал голос, гортанный и потусторонний звук, эхом отозвался в их сознании. «Добро пожаловать!» – прошипел голос. Его слова представляли собой смесь языков, которые они не могли распознать, но почему-то понимали. «Вы вошли в царство забытого, царство потерянных. Теперь вы являетесь частью вечного танца и вечного страдания». Дикий рев резко стих, как и ужасные звуки, рвущие сознание. Алекс почувствовал, как что-то потянуло его вверх, за те самые нити, которые исходили из его рук и ног. Да, именно исходили, потому что они не были привязаны, а выходили прямо из плоти. Казалось, они были единым целым, с мышцами и сухожилиями. Подъем ускорялся, Алекс ощущал адскую боль, казалось, что его сухожилия сейчас вытащат. Внезапно все остановилось, только теперь Алекс чувствовал, что он подвешен. Сила тяжести тянула вниз, доставляя мучительные страдания. Гравитация, казалось, усилилась, и тело Алекса стремилось навстречу ей с невообразимой силой. Его мышцы рвались, и Алекс слышал звон, натянутых как струны сухожилий. Кости, казалось, что вот-вот разлетятся на миллион кусков. Как будто какая-то злобная сила стремилась распутать его, разорвать на части и снова собрать во что-то жуткое и неестественное.
Постепенно темнота стала рассеиваться, и затуманенный болью взгляд Алекса стал выхватывать размытые фрагменты. Собрав все свои силы, Алекс разглядел висящие в пустоте жуткие силуэты. Превозмогая боль, он повернул голову и увидел Келли. Она висела в окружении других фигур. Похоже, она была без сознания, ее голова неестественно свалилась на бок. Послышался звук открывающейся двери, но он почему-то шел откуда-то сверху. Келли и Алекс взмыли вверх, как будто кто-то доставал их из темной коробки. Брызнул яркий свет, и что-то, похожее на костлявые пальцы, обвило их тела. Они не могли сопротивляться, чудовищные руки крепко сжимали их, не давая возможности дышать. Келли попыталась закричать, но костлявые пальцы протолкнулись ей в рот. Она почувствовала вкус гниющей плоти, и отделяющаяся истлевшая кожа забила ей дыхание. Ужасные руки начали рвать ей рот. Келли задыхалась от собственной крови. Кто-то еще взял ее за плечи и сильным рывком вырвал суставы. Свет для Келли померк, и она задрожала в конвульсиях. Алекс, наблюдающий за ужасными пытками, пытался разглядеть мучителей Келли, но видно было только жуткие, разлагающиеся, гигантские руки, уходящие куда-то в яркий свет. Послышался звук рассекающего воздух ножа, и острое лезвие вспороло ему живот. Алекс увидел, как его внутренности вывалились из зияющей раны, и кровь потекла по его телу, исчезая в сияющей пустоте. Струился призрачный свет. Казалось, он был везде. Тускло светилось само пространство. Келли почувствовала вкус крови во рту. Она хотела облизать, как ей казалось, сохнувшиеся губы, но не смогла. Она повернула голову, слегка наклонив, чтобы посмотреть, что мешает двигаться ее руке. Смесь ужаса, отчаяния и страха прокатилась жуткой волной по ее телу. Ее руки не было, а вместо нее болталась кость с прикрученной к ней колючей проволокой гигантской вилкой. Зубья вилки с загнутыми концами были раздвинуты в стороны, напоминая жуткие пальцы. Келли посмотрела на вторую руку, и леденящий холод словно током пронзил ее мозг. Вместо второй руки висела клешня неестественно огромного краба. Оглянувшись по сторонам, Келли увидела висящего рядом Алекса. У него вместо рук свисали цепи, на концах которых болтались чьи-то головы. В месте, где у Алекса был вспорот живот, она увидела Марию. Ее изуродованное тело было вшито прямо в его плоть. Вместо глаз у Марии черными глазницами зияла пустота. Их рты были разорваны до самых ушей и зашиты грубой веревкой, крупными стежками. Ужас, боль, страх и замораживающее чувство отчаяния наполняли ее сущность. Келли отвела взгляд от Алекса и увидела, что под ней висит Радж. Его голова была оторвана и пришита к руке, которая почему-то висела сзади на спине. Грянула дикая какофония, которую Келли уже слышала ранее. Вспыхнул яркий свет, ослепляя и поглощая сознание. Нити, держащие руки и ноги, дернулись, и Келли вместе с другими фигурами начала бесконечный танец смерти. Они кружились в сумасшедшем водовороте. Душераздирающие звуки адского оркестра, казалось, толкали их в еще более бешеный танец. Рев демонических голосов сливался со скрежетом музыки. Бал сатаны достиг апогея. Театр теней начал свое дьявольское представление. Кукольник, невидимый хозяин этого жуткого спектакля, тянул за нити, управляя фигурами, скручивая их в мучительные пируэты. Их конечности двигались с тошнотворной грацией, управляемые прихотями невидимого кукловода. При каждом рывке этих адских струн им хотелось кричать от боли и страдания, но их рты были зашиты. Фигуры, когда-то невинные души, теперь стали всего лишь марионетками в руках злобного мучителя. По мере продолжения представления движения фигур становились все более хаотичными и бешеными, как будто они отчаянно пытались вырваться из жестокой хватки невидимого хозяина. Но спасения не было. Нити держали их в безжалостных тисках, и боль, которую они терпели, была за гранью понимания. Пока проклятый бал продолжался,
Келли осознала, что они навсегда оказались в ловушке этого кошмарного вальса, обреченная на вечность танцевать под эту дьявольскую музыку. Театр теней продолжит свое дьявольское представление, и кошмар так и не закончится. Но вот все стихло, голоса исчезли, свет погас, и они все были подвешены вместе с другими фигурами до следующего спектакля. Мистическая гора отомстила непрошенным гостям за их наглое вторжение в царство духов и демонических сущностей.